Всем привет! С вами Игроман. И сегодня я вам расскажу, как быть хорошим или стабильным игроком в Standoff 2. Но перед началом видеоролика хочу, чтобы ты подписался на мой канал, поставил лайк, написал свой годный комментарий, а мы начинаем. Ну и одна из причин, конечно же, стрельба на бегу. Бежишь, стреляешь, разброс нереально, ты все равно стреляешь, а соперник, который сидит, спокойно тебя убивает, и ты спрашиваешь, а как это он сделал, как ты не попал? Конечно же, нужно останавливаться, но не обязательно перед ним, а где-то в месте укромном, и его убивать. Но следующая причина – это бесполезная перезарядка. Потратил, допустим, 8 патрон, сразу перезаряжаешься, и выскакивает другой соперник, который тебя спокойно убивает. И тот же самый вопрос. А как перезарядка? Было бы да я перезаряжался, так я его убил бы. Ну и все в этом духе. Лучше ждать, пока остается 10 патронов или меньше, и тогда... Одна из важных причин – это выключенный звук. Для чего выключать звук? Для того, чтобы включить свою музыку. Из-за музыки не слышно соперника. Особенно это бывает, когда остаешься 1 в 2 или 1 на 1. Соперник идет, ты сидишь, крысишь его, он пробегает, ты его не слышишь, он тебя замечает, спокойно убивает. Все, минус катка. Потом ты спрашиваешь, да как он меня убил, я вообще спрятался же. Так что всегда надо включать звук. Конечно же, это сглаживание видео, там, настройки, как это все выглядит, ну и все остальное. Выкручивают все на максимум, играют с пингом, там, 99, 999, точнее, 600. И потом удивляются, как они проиграли, если у меня лагает. Ставьте так, чтобы вам было удобно играть и комфортно. Ну и игра, чтобы не лагала. Самая главная причина, это, конечно же, нулевой АИМ. Я тренирую свой АИМ в АИМ Мастер. Есть такое приложение, это не реклама, сразу говорю. Это приложение, где ты тренируешь свой АИМ. Для начала нужно зайти в настройки и выставить свою чувствительность, которая у тебя стоит в Standoff 2. Потом выйти, нажать, есть два режима Speed и в спиде это появляются, исчезают, стреляешь, попадаешь, тренируешь свой АИМ. Думаю, вроде бы все понятно, легко и просто. Ну, не знаю. Это где мишень просто двигается, и ты должен по ней попадать, держа вот эту полоску на стоп, полностью. Очень хорошее приложение, я им часто пользуюсь перед игрой самой. Так что, надеюсь, оно вам поможет. Ну и последняя причина – это неумение управлять спреем от определенного оружия. Я и сам не до конца умею управлять спреем, я стараюсь, но не всегда получается управлять полноценным спреем. Это тоже очень важная причина, почему мы сливаем катки. А на этом я заканчиваю. Надеюсь, ты подписался, поставил лайк, написал свой комментарий. Это типа песня, но это не песня. Короче, всем удачи и всем пока.